Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про объектив Sigma 18-35 мм f1.8 ART. Этот объектив считался долгое время самым светосильным зумом, так же как и его родной брат телефокусный 50-100 f1.8, тоже Sigma ART. И считались они самыми светосильными объективами до недавнего времени, до того момента, пока Panasonic совместно с Leica не разработали их новые стекла. Это 10-25 f1.7. Прекрасный зум на микро 4 третьих, я бы себе его даже взял, если бы у меня были такие огромные количества денег, которых он стоит. Также чуть позже Panasonic с Leica сделали еще 25-50 f1.7, тоже, в общем-то, довольно здоровенное стекло и тоже довольно крутое, но такие телефокусные расстояния мне, честно говоря, не особо интересны, поэтому его я бы, может быть, если был миллионером, только прикупил чисто для коллекции, а просто так оно и нахер не надо. Но это, опять же, мы говорим про микро 4 третьих, а вот под APS-C формат, под обычные кропы никто ничего не сделал пока что светосильнее, чем, собственно, Sigma. Этот объектив изначально делался, конечно же, под стандартные зеркальные байонеты, уже многие из которых устаревшие, такие как, например, Pentax K, он есть на этом байонете, также Nikon F и на Canon EFS. На нем я, собственно, его в основном и использовал. Сейчас он у меня стоит через переходник на EF-M, и также он замечательно может быть использован на любых современных беззеркальных камерах, тоже через переходники. Объектив отлично подойдет, например, и для камер Fujifilm. Очень многие видеографы используют его через переходник, как раз-таки с EFS на X-байонет. И, конечно же, я не зря говорю про видеографов, потому что 18-35 1.8, конечно, классный объектив для фото, но в основном почему-то люди его используют для видео, в том числе и я. Я его как раз-таки в большей степени использовал для видеосъемки, и сейчас, собственно, на него записывается этот ролик. У него классный, быстрый, шаговый двигатель автофокуса. Единственное, что при видеосъемке чего-то вблизи он немного может шуметь, потому что при перефокусировке у него происходят такие легенькие щелчки, звуки. Их может быть слышно в итоге на финальной записи, если не почистить ее. Объектив огромный и тяжелый. Весит он, чуть больше 800 граммов. Он, конечно, отлично смотрится на зеркалках, например, от Canon. Но с беззеркалками он выглядит довольно громоздко. Плюс там еще переходник добавляется. Но вес тут такой неспроста, сами понимаете. Все-таки это объектив с фокусными расстояниями 18-35 мм, да еще и с постоянной светосилой f1.8. Что на кропах Canon это примерно 29 на 56 мм в эквиваленте. Ну и бокешка приблизительно соответствует такой, как если бы это было примерно f2.8 на полном кадре. 29 на 56 мм это достаточно удобные, универсальные фокусные. Так как это топовое арт-стекло от Sigma, он, естественно, на металлическом каркасе. Все внешние элементы, естественно, тоже сделаны из металла, кроме участка в середине. То есть вот эта часть металлическая, тут все из металла. Вот здесь посередине это, конечно же, прочный, довольно качественный пластик. На нем, кстати говоря, красуется здесь буковка А, которая обозначает, вот этот шильдик, он обозначает принадлежность к арт-серии. Также тут есть переключатель между автоматической фокусировкой и ручной фокусировкой. Рядом с ним написано, что объектив сделан в Японии. В общем-то, это и понятно. И также сверху имеется небольшое такое оконце, показывающее дистанцию фокусировки. Оно продублированы здесь все цифры в футах и метрах. Кольцо ручной фокусировки имеет при этом мягкий ход и покрыто такой ребристой резиной, что обеспечивает довольно уверенное сцепление, то есть руки вообще не скользят. Также покрыто ребристой такой резиной и кольцо изменения фокусных расстояний. При зумировании, как вы видите, размеры объектива не меняются. Все происходит внутри этого тубуса, что довольно удобно для видеографов, особенно снимающих на стабилизаторе, ибо центр тяжести почти не меняется, когда ты перефокусировку делаешь. Понятно, что линзы там немного смещаются, но это не столь критично. Давайте посмотрим на огромный задний элемент. Также байонетное крепление здесь тоже металлическое, конечно же, как и вся остальная конструкция. Но почему-то по краешку нет резинового уплотнения, как это обычно у других арт-стекол. По крайней мере, у фиксов там вроде как у всех имеется. При этом сам объектив, по идее, имеет влагозащиту, то есть он вроде как защищен номинально. Но почему-то не озаботились о креплении к камере, то есть туда влага может попасть. Даже если у тебя камера защищенная и сам объектив защищенный, очевидно, что между ними все-таки щель тут будет. И
Это, конечно, недоработочка, и это ограничивает области применения объектива. Все же лучше использовать его в хорошую погоду, где немного пыли, немного влаги, или вообще в студии, например. Диаметр светофильтра здесь 72 мм. Что ж, сами понимаете, светофильтры такого диаметра не особо дешевые, и объектив, в общем-то, не особо дешевый, так что они друг с другом подружатся. В комплекте к объективу также имеется пластиковая бленда с такой вот с такими лепестками. И когда ее присоединяешь, объектив становится еще более таким грозным на вид, более громоздким. Но бленда, в общем-то, довольно прикольная. Конечно, по большей части я использовал объектив для записи видеороликов, но и фотоснимков я сделал достаточно большое количество. Так что могу про это тоже рассказать. Собственно, в недавнем обзоре на Canon EOS 90D у меня большое количество снимков представлено, которые сняты как раз таки на этот объектив. Ну и здесь я чуть подробнее расскажу про его оптические качества. Например, резкость у него просто запредельная, просто прекрасная. И, соответственно, объектив прекрасно подходит для съемки пейзажей. Да, у него на широком углу имеется достаточно выраженная дисторсия, но она легко исправляется профилем объектива. Также у этого стекла даже на достаточно сильно прикрытых диафрагмах, таких как f6.3 или f8, все равно присутствуют хроматические аберрации на самых краях снимка. Я для примеров, естественно, профиль не включал, оставил специально, чтобы можно было посмотреть для наглядности. То есть по самому краешку кадра, вот где-нибудь в этой вот части, да, идут немножко хроматические аберрации на даже прикрытых диафрагмах. Если ты снимаешь какие-нибудь там деревья, там, не знаю, листочки и прочую такую вот дребедень мелкую, у которой много-много деталек, да, там это, конечно, проявляется, и это действительно заметно. Но опять же, эта хроматика не слишком мощная, то есть она не лежит толстым слоем на краях объектов. Она немножко тонкой каемочкой идет по краям каких-то листков, например. И убирается довольно просто, опять же, профилем объектива, который уже есть у тебя в RAW-конвертере. Нажимаешь буквально одну кнопку, и эти хроматические операции как рукой снимает. Благодаря высокой резкости и благодаря тому, что объектив способен сфокусироваться с достаточно близкого расстояния, ты можешь делать, в общем-то, почти что макро. Единственное, конечно, опять же, что при открытой диафрагме до f8 у тебя при близких снимках проявляются уже не фиолетовые каемочки, а довольно сильно выраженная циановая кайма на краях объектов. Но если вот прикрыться как раз таки до 8, то хроматические аберрации, вот такие циановые, они пропадают, и у тебя получается очень чистая картинка с хорошим, даже я бы сказал, просто прекрасным, отличным микроконтрастом. Ну и на Sigma 1835 f1.8 Art я поснимать умудрился и стрит-фотографии. Несмотря на то, что объектив довольно крупный, достаточно большой по габаритам, и снимал я при этом на достаточно крупную камеру зеркальную с механическим затвором, все равно это не сильно мне мешало внезапно подходить к каким-нибудь людям и их фотографировать, а кому-то и не внезапно, которым было, в общем-то, все равно, снимаю их или нет. Он просто чудесно передает любые какие-либо детали на объектах съемки, особенно таких вот выразительных, шершавых и морщинистых ребятах, которых я поснимал, и при этом он их замечательно отделяет от фона. Ну и на открытой дырке, естественно, при такой светосиле объектив
генерирует прекрасное боке, просто замечательное, растушеванное, нежное и, я не знаю, воздушное, кремовое, я не знаю, какие еще эпитеты подобрать. Ну, бокешка действительно с этого объектива очень красивая. Я вообще небольшой ценитель, честно говоря, бокешки, но иногда хочется поснимать нежных портретов каких-то юных созданий. Ну и высокая светосила, конечно же, позволяет тебе в определенных условиях не поднимать лишний раз ISO, потому что все-таки кропнутые камеры к этому достаточно чувствительны. И даже несмотря на то, что у объектива нет стабилизатора внутри встроенного, я все равно считаю, что Sigma 1835 это лучшее стекло для крупнотых камер от Canon. Потому что у него своих родных конкурентов, в общем-то, и нет. Один-единственный, наверное, существует более-менее, кто мог бы с ним посоперничать, это от самого же Canon 17-55 мм f2.8. Да, у него есть встроенный стабилизатор, он имеет более мощный разлет фокусных расстояний, и, по сути, да, он, наверное, более универсальный для каких-нибудь путешествий, объектив, и, в общем-то, хорошее стекло тоже. Но, опять же, замечу, что он несколько темнее, у него всего лишь f2.8 светосила, и у него резкость ниже, чем у Sigma, но, правда, незначительно, то есть чуть-чуть пониже. Но важнее, на мой взгляд, то, что у него материалы несколько попроще, из которых он изготовлен. Ну и конструкция является несколько менее долговечной, потому что я на своей практике пробовал эти объективы, видел их на вторичке, я прекрасно понимаю, какие у них бывают проблемы. У тубуса объектива нет жесткой фиксации, он выдвигается, вот этот вот хоботочек, и со временем, в общем-то, он расслабляется, этот механизм, и он у него постепенно начинает выдвигаться самопроизвольно, например. И также у 17-55 мм часто очень умирает стабилизатор через некоторое время. Не знаю, с чем это связано. Сомневаюсь, что люди их часто там как-то роняют или ими жонглируют. Но со временем, в общем-то, вещи портятся, это нормально. Мои же скромные нужды Sigma 1835 f1.8 Art покрывает вообще на 100%. Он полностью стоит тех денег, которые за него просят сейчас на рынке. И на вторичке, в общем-то, стоит он достаточно вменяемо, на мой взгляд. Если нужен крутой светосильный объектив с отличной резкостью, с, в общем-то, универсальными фокусными расстояниями, на крупнутую камеру Canon лучшего варианта, пожалуй, и не найти. В целом он в любых сценариях показывает себя прекрасно, но мне кажется, что лучше всего использовать его как раз-таки для видеосъемки или же для съемки каких-то портретов. Благодарю вас за просмотр очередного моего обзора. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Также, если есть возможность, подпишитесь на мой Boosty, чтобы поддержать выход новых видео, потому что у меня довольно-таки не бесконечное количество денег, чтобы снимать и монтировать, и делать, и так далее. Я тружусь, стараюсь, и как бы ограниченный достаточно уже бюджет у меня. Желаю всем хороших снимков, до новых встреч, пока.